Всем привет! Сегодня я покажу, как сшить круглое бомбон-одеяло или коврик по выкройке, которую мы делали в прошлом видео. Ссылку я на выкройку оставлю в описании под видео. Я уже заранее подготовила детали. Исходя из нашей схемы, которую мы составляли перед тем, как делать выкройку, я выбрала эту схему. Мы смотрим, сколько у нас деталей. Получается, у меня одна деталь такая, 8 деталей второго ряда и по 16 деталей третьего и четвертого ряда. И исходя из этого я вырезала нужное количество. Главное не перепутать выкройки наши. Вырезается это все просто. Мы накладываем на ткань. Можно приколоть выкройку к ткани. Я складывала ткань в 2 слоя. Таким образом, чтобы было легче вырезать, чтобы получалось сразу по 2 детали. Прикалываем и без припуска вырезаем. То же самое с полукругами, с нашими кругами. Вот, получается, сложила вдвое, получилась деталь нашего центра. Делаем мы детали верхние цветные, любой на ваш вкус. Нижние детали мы вырезаем из любого ненужного хлопка. У меня были кусочки белой бязи, я их вырезала. Теперь, как и в случае с обычным одеялком бомбон, нам нужно сделать надсечки по 4 сторонам, чтобы нам проще было сострочить, чтобы красивее смотрелись наши бомбоны. Там будем сшивать верхние и нижние слои. Для этого мы сначала складываем пополам, вот так вот нашу, покажу на другой. Делаем здесь надсечку, здесь, и потом аккуратненько складываем еще раз пополам, чтобы ровненько было. И делаем насечку с краю нашего, не где сгиб, где край. Далее мы прикладываем нашу выкройку и на ткани таким образом помечаем наши надсечки. И аккуратненько, если много лоскутков, лучше разделить, чтобы делать надсечки. И аккуратненько, буквально пару миллиметров, мы с 4 сторон. Только главное смотреть, чтобы все у нас ровненько лежало, не сместилось. Можно сколоть булавками. Делаем так на всех наших деталях. И верхнего слоя, и нижнего слоя. То есть на белых и цветных. То же самое и с полукругом. Здесь мы сделаем тоже надсечку. Здесь делаем по сгибам маленькие надсечки. И здесь прикладываем. Можно отметить карандашиком. Я сразу чтобы круг у нас тоже, чтобы мы ориентировались на эти насечки, чтобы ровно нам пристрочить и проще было. Так делаем со всеми нашими выкройками и всеми нашими лоскутками. После того, как мы сделали насечки на всех деталях, нам нужно сделать бомбончики, их сострачивать получается. Можно делать, как я показывала в предыдущем своем видео, на обычное бомбон-одеяло. Делать надрез и просто их сшивать. Сейчас я покажу, как сострачивать и сразу их набивать, сразу зашивать. Так проще. Также вы можете сразу их настрачивать
Я покажу, как сейчас это как делать. Я так буду шить. Либо сколоть все детали сначала булавками. Мы совмещаем сначала наши уголки и скалываем их булавками. Скалываем сначала все 4 уголка. Далее мы совмещаем наши отсечки и аккуратно вовнутрь закладываем складочку и закалываем булавками. Так мы делаем со всеми складочками, со всеми нашими отсечками. Конечно же, с обычным квадратным отделком это делать легче. Но если вы захотите, то у вас все получится. Вот таким вот образом. Если вы будете сразу набивать, то одну сторону мы оставляем не застроченной, не заколотой. Если вы будете делать здесь прорезь, а потом зашивать, тогда также соединяем и делаем складочку. И теперь прострачиваем где-то на 0,3, на 0,5 сантиметра по всему периметру. Я буду сразу настрачивать, поэтому я буду показывать этот вариант. Начинаем строчить с длинного края. Совмещаем наши отсечки. И формируем складочки. Если вам тяжело так делать, то лучше, конечно же, сначала сколоть и прострочить.
набиваем. Я буду набивать синтепухом. Он более легкий и воздушный. Холофайбер, он для одеялка не подойдет. Но если вы будете делать коврик, допустим, для игр, для ребенка, да, можно и холофайбер в виде шариков. Набиваем средненько. В общем, так, как вам нравится. Отодвигаем наш наполнитель туда вглубь. Совмещаем. И также прострачиваем. Вот такие заготовочки у нас получаются. Таким образом мы сострачиваем все наши детальки всех наших рядов, чтобы у нас получились вот такие вот зефирки, такие бомбончики. После того, как мы сделали наши бомбошки, нам нужно их сшить между собой, сострочить. Будем шить их по рядам. Для этого нам нужно лицом к лицу соединить их. Также мы ориентируемся на метки. Можно сколоть булавками, чтобы было проще. И прострачиваем мы уже не на полсантиметра, а на ширину лапки, либо на сантиметр. Если для вас это будет сложно, тогда лучше делать бомбончики с прорезями и уже в конце набирать. Вот так вот у нас получается. И так мы продолжаем настрачивать весь наш круг. Самые края мы пока не будем соединять, крайние наши бомбончики. Деталью круга, чтобы было проще сострочить, мы скалываем. Сначала я заколола между собой по надсечкам нижний и верхний круг. Потом точно так же аккуратненько доложила складочки. Небольшие. Аккуратненько вот так ведем по краю круга, чтобы было ровно.
И делаем вторую складочку. Прострачиваем по всему периметру круга, оставляя небольшое расстояние, чтобы набить. Я пометила его булавкой. Прострачиваем также на 0,3-0,5 сантиметра. Теперь можно начинать пристрачивать, собирать наш бомбон-коврик для одеялка. Сначала мы соединяем с центром. Нам также нужно пристрачивать лицом к лицу. Можно для начала сколоть булавками. Начинаем мы с одной из насечек. Так совмещаем. Чуть-чуть с небольшим запасиком. Где-то 0,7 на ширину лапки. Но мы не пристрачиваем, где-то вот так вот мы оставляем хвостик такой. И по всему кругу аккуратненько на ширину лапки либо на сантиметр мы пристрачиваем наш кружочек, нашу сердцевинку. И аккуратненько, потихоньку пристрачиваем. И так до самого конца. Вот такая у нас получилась заготовочка. Теперь нам нужно, вот тут мы оставляли место, не застрачивали, застрочить края второго нашего ряда. Мы аккуратненько складываем, все так же совмещаем метки наши и прострачиваем. Вот мы застрочили, у нас осталось такое вот отверстие. И мы точно так же аккуратно, если остался какой-то хвостик, мы его закладываем в маленькую складочку. Вот меньше сантиметра осталось лишнего. Закладываем складочку. С этой стороны будет не видно, так как у нас бомбон набитый. И также застрачиваем здесь по краю. Вот наша верхняя часть готова. Теперь нам нужно пришить наши остальные части, наши ряды. Пришиваем мы таким же образом. Мы нашу такую змейку не сшивали. Располагаем также лицом к лицу. Но сейчас уже будет проще сшить, так как можно совмещать наши эти швы. У меня на один такой, вот на одну такую часть приходится 2 таких. Я такую схему составляла. И уже точно так же, таким же образом мы совмещаем. Только учитываем то, что здесь у нас мы будем застрачивать. То есть не с самого края,
а где-то отступить в ширину лапки. Вот так прикладываем. И еще где-то можно приколоть, чтобы не запутаться. Можно не прикалывать. И еще оставляем где-то сантиметрик. Ну, такой вот хвостик. Опять же. И уже дальше мы опять лицом к лицу пристрачиваем, уже совмещая вот эти вот швы. Чтобы вам было проще, предварительно можно сколоть булавками по всему кругу. Мне так неудобно шить. Я буду так настрачивать. Далее, когда мы все пристрочим, все пришьем, всю нашу змейку, мы опять же, как и предыдущие части, прострочим здесь, этот застрочим, и зашьем этот хвостик. То же самое и с третьим, с последним рядом. Решила еще раз наглядно показать. Вот мы пристрочили наши ряды. Теперь застрачиваем вот эти наши края ровненько. Когда сострочим, зашиваем вот эту нашу дырочку по кругу. То же самое мы делаем с последним нашим рядом. Вот такой вот у нас получилась одеялка. Теперь нам нужно сделать обратную сторону из ткани. Для этого мы берем, переворачиваем наше одеялко и измеряем по середине наш радиус, наш диаметр. Берем за краешек, прикладываем к краешку ленту, натягиваем наше одеялко вот таким вот образом, чтобы через середину у нас шло. И измеряем. У меня получилось 98 сантиметров. Если вы одеялко не набивали, а делали разрезы еще, то вам проще будет измерить диаметр одеялка. Но если вы делаете таким способом, то, еще раз повторю, от края на край мы дотягиваем и измеряем. Как уже говорю, у меня 98 сантиметров получилось. Мы откладываем одеялко. Берем хлопок, который у нас будет для обратной стороны. Если хотите, можно еще по желанию добавить слой синтепона. Я буду делать без синтепона. Так, теперь нам нужно вырезать из этой ткани квадрат размером 98 на 98 сантиметров. Если у вас, допустим, диаметр получился там 95 или 90, то вырезаем 90 на 90 квадрат. Теперь вырезанный квадрат 98 на 98 я складываю лицом вниз. Сначала пополам, а потом еще раз пополам. То есть так вот. Вот таким вот образом выравниваю. И потом складываю вот так по диагонали. Этот уголок, там, где у нас сгибы. Нам теперь нужно нарисовать полукруг, так как мы рисовали выкройки. Берем карандаш, сантиметровую ленту, делим 98 пополам, получается у нас 49, и по чуть-чуть откладываем таким образом, чтобы у нас получился полукруг. Ставим насечки или точечки.
Так до самого конца мы делаем. Можно сделать закругление. Я буду сразу вырезать. Можно вот так вот проверить. И если что, вырезать, либо дорисовать. Вот так вот у нас получилось. Ровный круг. Теперь делаем насечки. Сразу здесь пока этот. Сделаем тут чуть-чуть. И вот тут вот, чтобы легче потом было сшивать. Получается наш круг и насечки по 4 сторонам. Теперь мы берем наше помпон одеялко, накладываем лицом к лицу, берем одну из насечек, ищем, где она у нас, вот, и совмещаем наши меточки. Вот у меня идет середина. Совмещаю вот так с вот этим вот швом метку. Можно заколоть булавками. Вот эти вот наши 4 метки, чтобы не потерять. Вот таким вот образом. И прострачиваем мы по кругу на ширину лапки, либо на сантиметр. Лучше, конечно, на сантиметр. И оставляем достаточно большое расстояние, ну, где-то вот столько, чтобы можно было вывернуть наше набитое одеялко. Если вы не набивали одеялко, а делали разрезы, то после того, как вы прострочите по краю, можно будет набить одеялко и зашить отверстие. Вот что у нас получилось. Вот наше отверстие. И мы аккуратненько выворачиваем наше одеялко. Не делайте это отверстие слишком маленьким, иначе вы можете при выворачивании порвать одеялко. И потом будет сложнее его зашить. Мы выворачиваем, расправляем наш круг. Насечки внутри можно делать, можно не делать, так как у нас большой диаметр круга, поэтому у нас так
вокруг ровно лежит. Вот так вот. И аккуратненько мы зашиваем отверстие, сгибаем так и зашиваем потайным стежком все наше отверстие. Чтобы проще было зашивать наше отверстие потайным стежком, я сделала вот так вот. На то расстояние, что я прострачивала на сантиметр, я загнула всю вот эту вот часть хлопковую и заколола булавками. И то же самое я проделала здесь. Загнула на сантиметр и заколола булавками. И теперь будет легче сшивать потайным стежком. Вот такое у нас получилась одеялка. Красивая, мягкая и пушистая. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До встречи!